Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости и подписчики моего канала. Приглашаю вас на вязание спицами простых классических слитков. Когда я спрашиваю своих домашних, какие слитки связать, они мне всегда говорят: свяжи, пожалуйста, простые, но удобные, чтобы сидели прям по ножке следочки. И вот такие вот слитки, которые по сути являются как носочки, только без верхней части, носится очень удобно, смотрится на ножки аккуратно. Их можно носить даже с обувью в какие-то морозные дни. Они тонкие и очень удобные. В этом видео я буду показывать, как я вяжу слитки на 39 размер, но также я буду давать подсказки, как изменить размер слитка. Можно вязать и на 37, и на 36, и на 41 размер. Здесь изменяется размер слитка очень просто. Для вязания потребуется 5 чулочных спиц. Для обвязки чулочные спицы у меня номер 3. Для обвязки верхней части слитка тоже крючок использую номер 3. И пряжа у меня полушерсть. Это Alize Lana Gold Classic. Моточек 100 грамм, в нем 220 метров, по-моему, вот такая средняя толщина ниточки. Подойдет любая пряжа с примерно такой же толщиной. Если вы будете использовать ниточку тоньше или толще, то нужно будет рассчитывать плотность вязания и пересчитывать петли для вязания слитка. Итак, приступаю к вязанию слитка. Начало вязания слитка идет от пяточки. И смотрите, здесь я буду вывязывать укрепленную пятку. Покажу простой узор, как связать пятку. И вначале мы используем всего 2 спицы в работе для вязания пятки. Набираю петли простым классическим способом. Я набираю 30 петель на 39 размер. Смотрите, если у вас полная ножка, то можете набрать 32 или 34 петли для начала вязания. Я набрала 30 петель, 2 петли это кромочные и 28 петель будут участвовать в выполнении узора. Первый ряд вяжем как изнаночный. Первую петлю снимаю кромочную, не провязывая, и далее все петли провязываю изнаночными. Второй ряд пятки вяжу по лицевой стороне. Первая петля снимается, не провязывая, как кромочная, и далее выполняем узор укрепленной пятки. Одну петлю провязываем лицевой, вторую петлю снимаем, протягивая рабочую нить за петлей. И так повторяем. Провязываем петлю лицевой, следующую петлю снимаем, нить за петлей и выполняем этот ряд. В конце лицевого ряда последнее выполнение раппорта, лицевая. Петлю снимаю, не провязывая нить за работой. И последняя петля кромочная, провязываю ее изнаночной. Всегда последнюю кромочную петлю провязываю изнаночной, поворачиваю работу и начинаю вязать следующий ряд. Это будет изнаночный ряд. Первую петлю снимаю, и здесь все петли провязываю изнаночными. Те, которые снимали, и те, которые провязывали. Все изнаночные ряды и все лицевые ряды вяжем одинаково. Всего пятку я буду провязывать на высоту 28 рядов. Покажу еще раз узор пятки. 4 ряд. Первая петля кромочная снимаю, не провязывая. Далее
повторяю, лицевую одну провязываю, следующую снимаю, не провязывая, нить за петлей. Это те же лицевые петли, которые мы снимали в предыдущем лицевом ряду. И так провязываем весь ряд. Последняя кромочная провязываю изнаночной. Я провязала верхнюю часть пятки. Я провязала 28 рядов и выполнила еще 29, это изнаночный ряд, чтобы начать вывязывать пятку с лицевого ряда, вот нижнюю часть пятки. Высота вот этой верхней части 7 сантиметров. Если у вас более полная нога или больший размер, то можете вязать 30, 32 или 34 даже ряда, чтобы у вас высота вот этой пяточки была не 7, а 8 или даже 9 сантиметров. Итак, далее переходим на вывязывание нижней части пятки. Так как я набирала 30 петель, условно я делю петли по 10 петель, по боковым сторонам 10 петель, это будут петли, которые пойдут на убавление, и только центральные 10 петель буду провязывать, формируя вот нижнюю часть пятки. Пока в работе 2 спицы и начинаю вязать первый ряд пяточки. Буду вязать лицевыми петлями, и в начале первая кромочная снимается. Далее провязываю 9 петель лицевыми, это боковая сторона, первая боковая сторона пятки. Считаю 3, 6, 9, 10 петель, боковая сторона пятки провязана. Далее еще провязываю 9 петель центральной части. Можно, конечно, поставить маркеры, но они будут мешаться в процессе вывязывания пятки. Считаю 3, 6, 9, 10 и центральная часть 3, 6, 9. Далее 10 петельку вместе с 11 петелькой, первой петлей второй боковой стороны, провязываю вместе с наклоном влево. Для этого вот первую петельку разворачиваю и провязываю их вместе за вторую стеночку. Делаю убавление вместе с петлей с боковой стороны. После убавления поворачиваю работу на изнанку. Нить впереди. Снимаю первую петлю и далее провязываю 8 изнаночных. Провязав 8 изнаночных, следующие 2 петли провязываю вместе одной изнаночной. И смотрим, по боковой стороне должно остаться 3, 6, 9 петель. То есть одна петля с боковой стороны ушла. Поворачиваю работу на лицевую сторону. Здесь нить за вязанием. Снимаю первую петлю. Далее провязываю 8 лицевых. И получается последняя петля, вот она уже отделяется от боковой стороны. Провязываю вместе с первой петлей с боковой стороны лицевой, только с наклоном в левую сторону. Для этого петлю переснимаю, перекручиваю ее и провязываю вместе 2 петли за вторые стеночки. И получается вот такая косичка убавлений. Поворачиваю работу наизнанку. Здесь нить впереди петли и первую петлю снимаю. Далее 8 изнаночных, то есть получается повторяются ряды и лицевой, и изнаночной.
провязываю 8 изнаночных. И вот последняя петля вместе с петлей с боковой стороны, они уже отделены друг от друга, провязываю вместе одной изнаночной. Итак, вяжу пяточку, повторяя лицевой и изнаночный ряд, пока все петли с боковых сторон не уйдут. Вот, начинаю лицевой ряд, нить за вязанием, первую петлю снимаю, 8 лицевых, и провязываю последнюю петлю вместе с петлей с боковой стороны с наклоном влево. И так вывязываю нижнюю часть пятки. Заканчиваю провязывать нижнюю часть пятки, и мне осталось убавить одну петлю, и последний ряд провязываю изнаночный ряд. Первая петля снимается, далее вяжу 8 изнаночных, и 9 петля вместе с последней петлей с боковой стороны провязывается изнаночной. И после завершения вывязывания вот нижней части пяточки, вот она, далее переходим к вязанию вот этой боковой стороны слитка, и необходимо набрать петли по боковым сторонам пятки. И сразу приступаю к набору петель. Здесь не обрываем нить, и по изнанке начинаю набирать петли вот с первой боковой стороны. Так как у меня идет вязание по изнанке, то я с лицевой стороны за кромку завожу крючок и вытягиваю петельку на лицевую сторону. Можно делать и спицей набор петель. Смотрите, как вам удобно. Вводим спицу с лицевой стороны и захватываем рабочую нить, вытягиваем петельку на спицу. Так как я провязывала высоту пяточки, у меня было 29 рядов, то 15 кромочных петелек здесь и 15 новых петель я вытягиваю по боковой стороне. Если вы вязали больше рядов повыше пяточку, то у вас будет больше петель. Итак, набираю петельки на спицу. Я набрала петли по одной боковой стороне, поворачиваю вязание, и теперь провязываю вот первый ряд. Здесь первая петля кромочная снимаю, далее вяжу петельки лицевыми, причем лучше вязать петельки за поднятые за первые стеночки, тогда они вот так вот перекрещиваются и не будет дырочек по боковой стороне. Провязав эти петли, далее тоже лицевыми провязываю петли пятки и начинаю набирать петли по второй боковой стороне. Довязала петли до боковой стороны, и здесь смотрите, для поднятия петель хотите используйте крючок, хотите набирайте спицы. Здесь по лицевой стороне мы вводим крючок за кромочные петельки с лицевой стороны, просто вытягиваем новую петельку, вводим спицу за 2 кромочных полупетельки и поднимаем петельки, смотрите, чтобы они были плотные. Тоже поднимаю 15 петелек, равное количество, и после того, как у нас все петли будут подняты на спицу, то есть у нас в работе пока всего 2 спицы, далее продолжаем вязание лицевой гладью на длину слитка 5 сантиметров, 5-6 сантиметров. Это будет вот длина вот этого до подъема выреза, получается примерно 5 сантиметров. Здесь далее идет изнаночный ряд. По изнанке, как обычно, первую петлю снимаю, и все петли идут изнаночные. По лицевой стороне все петли лицевые. Итак, продолжаем вязать. Здесь, в принципе, для разных размеров
здесь показатель 1, так как мы не будем делать слишком. То есть у всех примерно вырез одинаковый, но если вы хотите, чтобы вырез был глубже для слитка, то можете связать 7 сантиметров. Но 5-6 сантиметров вот здесь от пятки до вот подъема выреза здесь еще будет примерно вот 5-6 сантиметров. Я провязала от пятки 5 сантиметров полотно лицевой гладью. И теперь буду формировать скругленный вырез вот здесь вот при переходе к вязанию вот здесь основной части слитка, которым будем вязать по кругу. Для этого я буду делать прибавки в начале и в конце ряда. Всего прибавлю 6 петель в 3 лицевых рядах. То есть буду вязать еще 6 рядов, и в 3 лицевых рядах буду делать прибавление. Сейчас у меня на спицах 40 петель, и будет 46 петель к концу еще через 6 рядов. Итак, первую петлю снимаю. Прибавки буду делать из протяжки. Так, сейчас сделаю резкость. Первую петлю снимаю. Протяжку поднимаю и провязываю ее скрещенной, как за вторую стеночку. Провязали новую дополнительную петлю из протяжки и далее все петли провязываю лицевые, и в конце ряда перед последней кромочной петлей делаю точно такую же прибавку. В конце ряда вот остается кромочная петля, поднимаю протяжку и провязываю ее лицевой за вторую стеночку. И кромочная петля, провязываю ее изнаночной. Далее поворачиваю работу на изнанку и все петли провязываю просто изнаночными. Итак, еще делаю прибавки еще в 2 лицевых рядах. Я довязала следок до конца выреза и сейчас перехожу на вязание вот этой части и буду переходить на круговое вязание, уже используя все 5 чулочных спиц. И вот видите, вот это расширение, которое делали за счет прибавок в последних 6 рядах. Сейчас у меня полотно в ширину примерно 20 сантиметров, но мне нужно примерно 21,5 или 21 сантиметр для ширины стопы, чтобы было полотно. Измерьте свою стопу в самой широкой части и сравните с шириной связанного полотна. Так как мне не хватает буквально 1 сантиметра, я буду при переходе на круговое вязание добавлять 4 петли. И именно сейчас при переходе на круговое вязание буду распределять все петли на 4 спицы. У меня сейчас на спицах 46 петель, будет 50 петель. Я поделю петли, вначале провяжу на одну спицу 11 петель, далее на 2 спицы по 12 петель. Далее у меня будет 11 петель и еще добавлю 4 петли, которые по 2 распределю в следующих рядах на 2 верхние спицы. Итак, первую петлю снимаю и провязываю еще 10 петель. У меня на спице остается 11 петель. И далее беру уже вторую спицу. Я провязала лицевой ряд, распределила все петли на 4 спицы. На последней петле 11 петель. И теперь мне необходимо набрать еще 4 дополнительных петли. Делаю это простым способом, набираю воздушные петли. Потом эти 2 петли, по 2 петли распределю на 2 верхние спицы. Набрав 4 петли, замыкаю вязание в
в круг. И далее буду продолжать вязать только лицевые петли. Теперь вяжу следок в длину до нужного размера, до начала мизинчика. Для вязания на 39 размер необходимо провязать 20 сантиметров до начала убавлений на мыске. Если у вас размер больше, то вяжите круговые ряды больше. Например, на 40 размер вы будете вязать 21 сантиметр. То есть должно остаться 3 сантиметра до полного размера ноги в длину. Я довязала следок до начала формирования мыска. Сейчас у меня в длину примерно 20 сантиметров. Немножко я растягиваю при измерении следок, так как все равно он немножко должен быть в натянутом состоянии на ноге. Смотрите, если вы вяжете следок на размер больше, то вяжите его чуть длиннее. Примерно 3 сантиметра должно остаться до полной длины стопы. Если вы, соответственно, меньшего размера вяжете, то у вас здесь следок будет короче. В ширину следок получается у меня 10,5 сантиметров. Тоже это важный параметр, чтобы следок был по размеру. И смотрите, у меня на спицах всего 50 петель. Все петли я равномерно распределила на 4 спицы. На верхних спицах по 13 петель, на нижних по 12. И сейчас приступаю к формированию мыска с помощью убавлений. Буду делать убавление с левой и с правой стороны. И для этого в каждом круговом ряду выполняю так. Вначале довязываю до левой стороны лицевые петли на верхние спицы. И когда на спице останется 3 петли, убавление делаю в начале с наклоном влево, переворачиваю петельку и провязываю 2 петельки за вторую стеночку. Последняя петелька просто лицевой. И с левой стороны сразу идет второе убавление по боковой стороне. Первая петелька провязывается лицевой, и следующие 2 петельки вяжем просто лицевой за передние стеночки. Это идет убавление вправо. И далее вяжем лицевые петли до второй боковой стороны. Итак, я довязала до правой боковой стороны, если смотреть на следок сверху. Снизу вот на нижней спице остается 3 петли. И в начале убавляю 2 петли с наклоном влево, переворачиваю петельку и затем провязываю 2 петельки за вторые стеночки. Последняя петля просто лицевой. И уже на верхней спице мы вяжем убавление по-другому. Первая петля провязывается просто лицевой, следующие 2 петли вместе одной лицевой, как обычно, за передние стеночки. Это убавление будет вправо. Итак, я убавляю петли в каждом круговом ряду по боковым сторонам, пока на спицах не останется минимальное количество петель. На верхних спицах останется по 3 петли, на нижних по 2 петли. Я заканчиваю вязать мысок. На спицах осталось всего 10 петель и нить обрезаю. Теперь можно с помощью крючка кончик нити протянуть сквозь оставшиеся петли. Аккуратно снимаю, убираю спицу, продеваю крючок сквозь петли и протягиваю
кончик нити через оставшиеся петли. Я протянула отрезок нити сквозь все петли. Теперь дальше еще сквозь несколько петель протягиваю отрезок нити. Затягиваю отверстие плотно и этот отрезок нити вывожу на изнанку и с изнанки закрепляю нить. Второй следок практически готов. Теперь только осталось обвязать верхнюю часть. Используем крючок. Крючок номер 3. Делаю начальную петельку на крючке. Далее присоединяю нить там же, где есть кончик нити в начале вязания слитка. За полупетельку ввожу крючок, вытягиваю петельку и протягиваю сквозь начальную петлю. Далее делаю 2 воздушные петли и после начинаю выполнять обвязку. Вначале ввожу крючок в первую петельку и в следующую кромку. Затем провязываю 2 петельки с крючка и еще раз 2 петельки с крючка. Следующий ряд ввожу крючок вот за вертикальную ниточку и прокалываю сквозь кромку, вытягиваю на крючок новую петлю и за следующую кромку слитка ввожу крючок, вытягиваю еще одну петлю, на крючке 3 петли и провязываю по 2 петли с крючка. И образуется вот такой аккуратный краешек по краю вязания. Смотрите, показываю следующий ряд. Ввожу крючок, вот она петелька, прокалываю насквозь и вытягиваю петельку на крючок. И в следующую кромку по краю слитка. И затем провязываю по 2 петельки 2 раза. Если хотите, чтобы обвязка по пятке здесь была плотнее, можно взять крючок либо номером меньше, либо выполнять обвязку, вот пропуская одну кромку в следующую. Тогда немножко край слитка будет стянутый. Можно такие пропуски выполнять, вот, допустим, по пятке через один ряд. Вот здесь провязали из каждой кромки, здесь пропустили одну кромочную петлю и в следующую вводим крючок и провязываем обвязку. Итак, выполняю такую вот обвязку по всему вырезу по кругу. Начало и конец обвязки незаметно сшиваем, и все, следочки готовы. Дорогие друзья, я надеюсь, вам был понятен этот мастер-класс. Если есть вопросы, пишите в комментариях. Не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал. Будем вязать много красивых вещей. Спасибо за внимание.